Всем привет! Вы на канале Мужское хобби, и сегодня мы поговорим о смягчении самогона. Как правило, смягчать приходится сахарный самогон, зерновой он все-таки сам по себе мягче. Я уже давно опробовал разные способы смягчения и в принципе выбрал для себя самые подходящие. Расскажу вам вкратце совсем обо всех, а вы уже выберете то, что вам доступно. А вы выберете тот, который вам интереснее и доступнее. Во-первых, не слушайте во всяких магазинах там самогонщиков и на ютубе советчики, которые предлагают всякие там бонификаторы. Это добавки в пакетиках, которые улучшают вкус, делают мягче. По сути, вы только зря потратите деньги и не советую. Вообще мягкий самогон начинается с хорошей воды. То есть воды, которой вы разводите уже ваш продукт. Поэтому подыщите для себя нормальную воду. Кто-то пользуется родниковой, кто-то пользуется покупной, кто-то просто из-под фильтров. Главное, чтобы она вас устраивала. С этим надо немножко поморочиться и выбрать хорошую. В магазинах тоже не всегда бывает хорошая вода бутилированная. Так, самый простой способ смягчить самогон – это сахар. Обычный сахар. С ним единственная тонкость, то что не надо его сыпать много. В самогоне сахар чувствуется намного сильнее, чем в том же чае там, или где-то в каких-то безалкогольных напитках. Поэтому я для себя всегда сыпал не больше 2 чайных ложек на 3 литра. Причем чайные ложки такие, не с горкой. И если вы насыпете его много, самогон становится сладким, не очень приятным. Мало кто любит такой вот сладкий привкус в самогоне. Плюс от добавки большого количества сахаров с утра может все-таки голова больше болеть. Дальше у нас идет фруктоза, глюкоза, декстроза, то есть много чего. То, что продается обычно в тех же магазинах для самогонщиков или в отделах супермаркетов для диабетиков. Из этого мне больше всего понравилась декстроза. Она обычный порошок, такой же почти как сахар. Но ее надо немного меньше, и напиток после нее чище. Ее максимум добавляется 1 столовая ложка на 3 литра. Это вот прям максимально то, что я бы рекомендовал. Еще один ингредиент для смягчения – это глицерин. Это жидкость прозрачная, достаточно густая. Используется и в кондитерской промышленности, и в электронных сигаретах сейчас. Стоит очень дешево, придает мягкость такую, глубину и округлость напитку. Его я использовал очень часто для настоек типа виски и коньяков. Напиток становится действительно более интересный и приятный. С ним тоже надо быть аккуратнее, он сладость придает, поэтому столовую ложку на 3 литра добавляете и будет нормально. Он тоже продается в магазинах для самогонщиков. В интернете его можно купить. Я беру его по цене 150 рублей за пол-литра. Если кому будет интересно, где это так продают, по такой цене можно взять. Пишите в личные сообщения в группу ВКонтакте, в Инстаграме. Я могу подсказать ссылку, где можно так купить. Это, в общем-то, вот все основные добавки, которые можно добавлять в самогон. А так, самое главное для мягкого самогона – это все-таки отдых. То есть, даже если вы добавляете сахар, все равно я бы рекомендовал, чтобы напиток у вас постоял хотя бы неделю. Чем дольше стоит напиток, тем он становится мягче и лучше. Также можно смягчить его термореформингом. У меня есть ролик по убыстрению настоек, то есть нагревание помогает смягчить напиток. В общем-то, больше и нечего особо рассказывать про смягчение. Такой короткий маленький ролик. Может быть, кто-то еще не знал. Начинающие самогонщики иногда мучаются с вопросами смягчения. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях. Дальше будет еще интереснее. Всем удачи!